Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это утренний обзор. Сегодня 7 сентября. В Бразилии День независимости. Давайте рассмотрим, какие есть важные события экономические, как они будут влиять на рынок и, соответственно, куда сегодня двинутся ключевые котировки: доллар, нефть, золото, рубль, серебро, евро. Итак, с чего у нас сегодня все начинается? Сегодня все начинается с данных по объему экспорту, импорту и торговому балансу Китая. Здесь выходят позитивные данные, которые говорят о том, что экономика Китая вроде бы начинает чувствовать себя хорошо. Мы видим, растет сальдо торгового баланса. Правда, импорт растет несколько быстрее экспорта, но тем не менее сальдо торгового баланса по сравнению с прогнозом значительно отрывается, значительно растет, и больше прогноза, и больше того значения, которое было в прошлый раз. Если мы посмотрим график, то мы здесь увидим, что действительно имеется достаточно ощутимая тенденция, и на текущий момент времени Китай выходит как раз на то значение, которое было после отбивки, после восстановления, когда был ковидный провал. То есть сейчас значение, которое получается, оно больше, чем то, что было до кризиса средневзвешенного значения. Итак, вроде бы нелогичная ситуация. Все везде затухает, в Китае масса проблем, и тем не менее в Китае растет торговый баланс. Может быть, все восстановилось и вернулось на круги своя, или все-таки не так? Казалось бы, все вроде бы хорошо, и может быть действительно те макроэкономические данные, которые выходили по Китаю, они слишком сильно сгущают тучи. Вот какой чудесный рост произошел, но надо четко помнить, что на носу День Благодарения в западных странах и Новый год. И, скорее всего, вот этот рост, который происходит, торгового баланса Китая, экспорта Китая, он связан именно с тем, что закупаются впрок. Ожидают, что эффект бутылочного горлышка, он, возможно, будет усиливаться, когда пойдет новогодний период. И, соответственно, просто решили как можно больше закупить, чтобы потом не сталкиваться с логистическими проблемами. Но вот, как мне видится, это, скорее всего, именно так. Bloomberg такой же точки зрения придерживается. И поэтому весьма вероятно то, что мы наблюдаем по Китаю, позитивные данные торгового баланса, это носит временный характер. Так, ну вот еще старый демократизатор, финансовый спекулянт и капиталист Сорос предупреждает о том, что не стоит инвестировать в Китай, не стоит туда бежать и скупать китайские акции. Но смотрите, он делает упор, конечно же, на демократические ценности и на интересы Соединенных Штатов, потому что компания BlackRock очень увлекается инвестициями в китайские акции. Но я думаю, здесь на самом деле, помимо политики, достаточно тривиальный момент, который связан с тем, что если вы попадаете в ту сферу, в то поле, где легко могут любые операции быть заблокированы и запрещены, то, соответственно, на выходе капитал, который равен произведению капитала или прибыли на риск, он стремится к нулю, потому что в любой момент все это вы можете потерять в результате каких-то непонятных, нерыночных действий. На самом деле они, возможно, будут понятны, но с точки зрения экономической целесообразности они будут непонятны. Поэтому я всецело с Соросом согласен, что Китай это рискованно, и вообще лучше с Китаем не связываться, китайские акции не покупать. Но это мое субъективное мнение. Это не значит, что Китай там не может еще отскочить, не может еще вырасти. Да может. Но в данной ситуации, по моему глубокому убеждению, риски, которые имеют место быть, они превышают возможную прибыль и выигрыш. И поэтому, конечно, целесообразно осуществлять какие-то экономические рыночные действия там, где минимум ограничений и минимум подобных систем, как в Китае.
Так, друзья, и вот еще такая интересная статья по поводу текущей ситуации в Китае экономической. По мнению западных экономистов, Китай оказался в ловушке среднего дохода. Но, казалось бы, ловушка среднего дохода, да, вот этот термин, он не связан с тем, что большая часть населения становится в стране средним классом. Отнюдь. Они могут жить даже плохо. А ловушка среднего дохода – это такая ситуация, когда страна останавливает развитие, замораживает, ну, в силу каких-то социальных особенностей, политических, экономических, на каком-то определенном уровне развития, и после этого развития не происходит. На самом деле это не значит, что все начинают жить хорошо и становится каждый человек, ну или большая часть средним классом. Это значит, что начинается деградация и скатывание в болото. А последнее время у китайского правительства и у Си очень много установок, рассуждений о том, что там надо делиться, должно быть всеобщее равенство и так далее и тому подобное. Но если посмотреть исторический аспект, как вообще, что происходило во всем мире целиком, то подобные разговоры, они начинались в двух случаях. Когда начинается стагнация и когда надо сохранить руль. Так, ну и вот есть рядом примеры с Китаем. Это Тайвань, который Китай не любит, и Южная Корея, который заключается в том, что эти страны, когда они подходили к стагнации, ну то есть когда возникал некий эффект среднего дохода, на котором все останавливалось и говорили, вот теперь все будет хорошо, мы все поделим и заживем. Они, соответственно, для того, чтобы этого избежать и не скатиться в стагнацию, а экономика продолжала развиваться, там наоборот происходила децентрализация. То есть те структуры, которые отвечали за власть в Южной Корее, в Тайване, они давали больше свобод, больше возможностей. За счет этого колесо экономики прокручивалось, и они, соответственно, таким образом выходили из ловушки среднего дохода, не превратились в болото и продолжали развиваться. Китай на текущий момент, ну там связано это и с историческими аспектами, и с тем, как развивалась экстенсивная экономика, он тоже оказался заложником этой ситуации, как и большинство аналогичных стран, в отличие от той же Южной Кореи и Тайваня. И, соответственно, Китай, исходя из этого, выстраивает свою стратегию, там, вертикаль власти, которая говорит о всеобщем благосостоянии и так далее. Но на самом деле эта дорога, она не соответствует дороге успеха, который не так давно прошли та же Южная Корея и тот же Тайвань. Да, может быть, кто-то скажет, это относительно небольшие страны, в отличие от Китая. Ну, там в пределах 25-60 миллионов населения. Да, это действительно так. Чем структура меньше, тем она гибче, тем она более управляема. Но, тем не менее, никто не отменял общих рецептов и закономерностей. Так же, как если вы хотите быть здоровым, вы должны каждое утро вставать, бегать, ездить на велосипеде, прыгать и так далее. И это не зависит от того, большой вы или маленький. Рецепты, они все едины, и, соответственно, то есть тот путь, по которому пошел Китай, это увеличение запретов, ужесточение, закостенение вертикали. Это все в историческом аспекте приводит к тому, что развивается стагнация и кризис. Здесь, конечно, надо четко понимать, что Китай 70-х годов бурно развивается экстенсивно, и там действительно масса проблем. И как вариант, тот же Си, он, видя все это, он боится просто отпустить удила, потому что он понимает, что те перекосы, которые есть, неравномерное развитие территорий, достаточно высокий процент сельского населения даже сейчас, все это может привести к эффекту опрокидывания. Такой вариант, конечно, есть. Но всегда, как известно, когда подходит какой-то критический момент, надо пройти какой-то кризис, какую-то ломку. И чем раньше это происходит, как показывает практика, тем это явление, этот эффект, он бывает менее болезненный и менее роковой. Тем не менее, те рельсы, на которые встал современный Китай, они, по-видимому, ведут
к тому, что сейчас будет определенное закручивание, ужесточение, которое уже в ближайшее время, возможно, совсем в ближайшее время, приведет к тому, что сорвет резьбу и китайская экономика сыпанется. Так, вот еще такая очень интересная диаграммка по поводу того, как страны входят или будут входить страны с высоким уровнем дохода. Вот здесь такая вот темно-синяя линия волшебная, она указывает тот самый переход, когда страна попадает в клуб тех стран, где, которые считаются с высокими доходами. Соответственно, что мы видим? Китай со значительным отрывом и более высоким углом роста переходит в эту область, чем Россия. То есть Россия, она едва-едва когда-то туда попадет. Китай уже сейчас в ближайшее время должен пересечь эту линию, если, опять же, там не разразится экономический кризис, который связан с перекосами китайской экономики. Вот. Тем не менее, западные экономисты, которые проводят исследования, они Китаю дают значительно больше шансов, чем России. Ну и, соответственно, меньше всего и из этой так называемой четверицы БРИКС шансов в плане того, чтобы было равномерное экономическое развитие и люди жили комфортно и хорошо, и страна была для человека, а не человек для страны, как в переработке. Это, соответственно, Бразилия и Индия. То есть, как мы видим, если рассматривать страны БРИКС, наиболее благоприятные и выгодные условия для существования дает именно Китай, как это ни парадоксально. Но здесь тут дело не в том, что кто сильнее закручивает гайки, где сильнее вертикаль. Нет. Здесь вот это все выстраивается по ориентированности на человека и его потребности. То есть здесь дело отнюдь не в том, где сильнее и крепче вертикаль, а то социальное устройство, которое оно в наибольшей степени отвечает и смотрит на потребности человека. Если вот эти страны сравнивать, то получается в Китае ситуация в этом плане, она, конечно, значительно хуже, чем в Европе, в западных странах, но тем не менее в этой четверке он побеждает. Так, друзья, ну и вот, переходя в западное полушарие, то, что генерит риски мирового масштаба, то, что, в общем-то, влияет и с чем взаимосвязан очень прочный и очень мощный Китай, это то, что на текущий момент происходит падение массовое покупательского спроса. С чем это связано? Вроде деньги печатаются, многие приумножили свои богатства, пока находились на карантине, потому что акции активно очень росли. Но здесь нюанс заключается в том, что помимо того, что растет и выросло благосостояние отдельных людей, при этом наблюдается значительный рост цен, который связан с ростом цен на сырье и так далее и тому подобное. Уже сейчас пересмотрели рост ВВП с 5,7 на 6% Goldman Sachs. Соответственно, вот эти 0,3%, которые ушли, они являются следствием, с одной стороны, дельта, вируса нового штамма, с другой стороны, то, что так называемая инфляция издержек, она пожирает экономический рост, о чем я неоднократно говорил и обращал ваше внимание. С моей точки зрения, даже вот то, что связано с так называемым дельта-штаммом, это не столь критично, и во многом эта ситуация, мне кажется, опять же, мое субъективное мнение, несколько завышена. То есть здесь именно движущая сила заключается в том, что огромное количество денежной массы, которая создана, она не успевает экономикой перевариться и трансформироваться в экономический рост. И поэтому начинаем наблюдать замедление. Соответственно, Китай, который обслуживает мировой рост, чувствует, что сейчас начнет трясти, и там появляется грозная риторика, давление на IT-сектор, на образовательные компании. Все это следствие экономики, не более и не менее. Ну и, соответственно, такая ситуация, когда идет рост инфляции, при этом рост доходов начинает отставать, это так называемая стагфляция. Стагфляция приводит к тому, что вся экономическая машина, которая движет экономику и человечество
вперед, она начинает захлебываться, она начинает работать неправильно. Это приводит к многочисленным сбоям, нарушениям и девиациям. Ну и уже, собственно говоря, текущая ситуация указывает на то, что потребление не растет так, как изначально закладывалось. Соответственно, значит, выход из кризиса, он может отложиться и задержаться. Так, друзья, ну вот, переходя к календарику событий на сегодня, из того, что важно, из того, что имеет очень существенное значение, это объем промышленного производства Германии. Сейчас вот-вот он уже выйдет. Далее индекс текущих экономических условий и настроений Германии в 12 часов. И потом ВВП еврозоны. Переходя к российскому фондовому рынку, на что хотел обратить внимание, здесь по Мечелу ближайшая цель движения 145, она была выполнена. Дальше остаются цели, которые находятся на 200, по-моему, в районе 330. Достижение и отработка этих целей зависит от того, как он сейчас закрепится в текущем диапазоне, будет или не будет коррекционный откат с пробитием 125-130. Если не будет, то вполне возможно за Мечел возьмутся и погонят его далее. Потому что масса целей, и в этом-то и есть вся прелесть акций, у которых осталась масса целей наверху. Это Мечел, Русгидро, ВТБ. Соответственно, за эти компании могут основательно в ближайшее время взяться. И вообще, если не происходит никакого финансового кризиса сейчас в сентябре, то вполне возможно, что до Нового года вот эти компании, они будут лидерами роста. Но еще на повестке дня Газпром, Новатэк. Но Газпром до конечной цели роста 360 осталось уже немного. Газпром достаточно тяжел. Но если такая динамика цен на газ сохранится, то вполне возможно, что и Газпром к концу года при отсутствии потрясений догонит до 700, а то и до 800. Так, друзья, переходя к графикам. Китайский фондовый рынок, дневной таймфрейм CSI 300 сегодня показывает рост. Рост вполне обоснован, потому что растет экспорт, растет платежный баланс, и здесь уже, что называется, звезды сошлись на то, чтобы движение в район 5050, оно на этой неделе продолжалось. Так, друзья, далее нефть Brent. Но здесь вчера попытка сходить к 70, она была пресечена, нефть откупили. Соответственно, сегодня по нефти у нас весьма вероятно движение в боковике. Нижняя граница 71,5, верхняя граница 73,4. Давайте посмотрим более короткие таймфреймы.